Го, уродливый интроверт-неудачник, который женился на своей коллеге, чтобы его не отправили в другой филиал. Но после того, как его сердце начало пропускать удары из-за ее молочной фабрики, он пытается стать лучше, чем Сон Джин У, чтобы понравиться ей. Все начинается в очередной напряженный день в туристическом агентстве. После того, как начальница Асака проверяет всех остальных, чтобы убедиться, что они справляются с поставленными задачами. Она подходит к Такуя и просит отчитаться, но он слишком занят очисткой истории поиска, поэтому ей приходится кричать, чтобы привлечь его внимание. Дав ему новые заказы, Аяка говорит ему перестать вести себя как испуганный Бетта и оставляет его в недоумении, почему у него никогда не хватает ауры, чтобы девушки захотели с ним поговорить. В этот момент Камия приносит ему новые заказы и уходит, чтобы не слушать его странные пикаперские фразы. В следующий момент он чувствует чью-то смертоносную ауру и видит, что Рика смотрит на него так, будто хочет убить. Поэтому он сразу же начинает работать, чтобы избежать побоев с ее стороны. Вернувшись домой вечером, он готовит еду для своей кошки Каммы, а потом для себя. Через несколько минут он пытается найти Каму, но тот молниеносно утаскивает еду, чтобы не стать подушкой, на которой он плачет перед сном. На следующий день Камия приходит в агентство, чтобы прибраться после того, как, вероятно, перебрал с конфетами. Тем временем Такуя уже устал от этого, но тут он чувствует, что Рика снова смотрит на него и получает заряд кофеина, необходимый для уборки. Рика, которой всегда не нравилась его реакция на нее, продолжает пытаться понять, почему все ее боятся на работе. Позже, по дороге домой, она заходит в магазин, чтобы купить еще один атлас, потому что по какой-то причине это помогает ей не сойти с ума. Дома она радуется, что наконец-то осталась одна, и всю ночь с восторгом разглядывает свои карты. На следующий день Асака представляет им человека-моржа по имени Мамару из головного офиса, и они все слушают, как он объясняет текущие цели компании. Ей надоедает его болтовня, и она прерывает его, чтобы сказать, что агентство будет уделять больше внимания своему филиалу на Аляске. Объяснив, почему филиал на Аляске стал новым приоритетом, Асака говорит, что компания собирается назначить на эту должность одного из них, у кого нет отношений. Мамару пытается сделать это предложение более привлекательным, прежде чем она начнет спрашивать добровольцев, но никто из них не хочет ехать в родной город Санты. В этот момент Такуя поднимает руку и говорит Асака, что не может поехать, потому что ему нужно воспитывать свою кошку. Асака тут же отчитывает его за то, что он использует кошку как оправдание, и говорит, что это предложение больше всего подходит ему, потому что никто в филиале не будет скучать по его ауре, которая высасывает из них жизнь. После собрания Такуя возвращается к работе, а Камия рассказывает остальным об одном из их коллег, которого отправили на Таити и заставили жить там последние 10 лет. Затем она предлагает выйти замуж до истечения годичного срока волонтерства, чтобы избежать отправки, но Такуя даже не думает об этом, потому что он все еще девственник. Вечером Рика возвращается домой к своим картам и проверяет расстояние, а потом тоже пытается придумать, как не поехать на Аляску. Через несколько дней Такуя заканчивает прием Камы у ветеринара и возвращается домой, когда видит Рику и начинает мысленно молиться, чтобы защититься от ее смертоносного взгляда. На работе ему легче пройти мимо нее, но потом он останавливается и говорит ей, что благодарен за ее помощь в агентстве, а потом сообщает, что увольняется. Сказав, что он подаст заявление об увольнении Асака в начале следующей недели, он поворачивается, чтобы уйти, но она спрашивает, не из-за Камы ли он увольняется. Он подходит ближе, чтобы она увидела Каму, и объясняет, что это бездомный кот, которого обижали другие кошки, и он стал очень чувствительным, пока не нашел его. Затем она спрашивает, почему он не может оставить ее с кем-то из родственников, и он отвечает, что в его жизни больше никого нет, и извиняется за то, что был таким нелюдимым на работе, прежде чем уйти. Она вдруг начинает говорить о температуре на Аляске, и он поворачивается, чтобы послушать, что она скажет, и приходит в ужас, когда она предлагает им пожениться. Он на секунду задумывается, не ослышался ли он, и просит ее повторить предложение. Она говорит, что это будет фиктивный брак, чтобы их не отправили на Аляску. Такой план выходит за рамки его зоны комфорта, и он на секунду задумывается, прежде чем спросить, смогут ли они это сделать. Когда она напоминает ему, что на работе к ним обоим относятся как к бесполезным персонажам, он понимает, что это только облегчит задачу. До открытия филиала на Аляске еще почти год, и она говорит, что они могут просто позволить разговорам об их браке со временем потерять значение, чтобы в конце концов вести себя так, будто этого никогда не было. Подумав о Каме, он решает согласиться на этот план, и она назначает ему место встречи на следующий день перед работой, чтобы они оба могли сообщить об этом Асака. Затем она говорит ему не беспокоиться о деталях брака, потому что она сама придумает их фальшивую историю любви. И он удивляется, почему он не видел ее такой все эти годы совместной работы.
На следующий день Асака приходит в ужас, когда они рассказывают ей о браке, и говорит, что гордится Такуи за то, что он наконец-то нашел в себе смелость жениться. Она все еще поздравляет их, когда Камия просит ее поговорить с ней. И она желает им удачи и предлагает дать им совет по поводу брака, если он им когда-нибудь понадобится, прежде чем уйти. Он находит чрезмерное волнение Асака немного странным. Но Рика говорит ему не волноваться и обещает, что их план сработает. Позже Шинши приходит в ужас, узнав, что его последние клиенты умерли, а Такуи и Рика переглядываются. В следующий момент Асака дает ему задание для одного из их отелей и просит Рику помочь ему, прежде чем пойти помогать Шинши. Когда такое заканчивает, он звонит Асака, и она просит его прийти в ресторан с Рикой. Через несколько минут в ресторане они видят, что весь филиал устроил для них вечеринку-сюрприз, и начинают паниковать. Когда они садятся и смотрят, как все радуются за них, Рика говорит ему, что они тоже должны показать, что рады, чтобы не выглядеть подозрительно. Затем она берет 2 бутылки саке и обещает все уладить, прежде чем выйти с заряженной темной аурой. Пока все остальные засыпают его вопросами об их истории любви, Камия, которая все еще в шоке от того, что они вместе, спрашивает Асака, подозревала ли она когда-нибудь об этом. Асака говорит, что чувствует что-то подозрительное, но предполагает, что это, наверное, одна из девушек, которая плохо вымыла пол. Пока Такуи пытается ответить на все вопросы, свет внезапно гаснет, и Рика возвращается, отправив свою печень в реанимацию. Они в шоке смотрят, как она включает караоке и берет микрофон, а затем проводит следующие несколько минут, заставляя их пожалеть, что они пришли на вечеринку. К концу дня Такуи пытается убедиться, что она доберется домой целой и невредимой, пока она не падает ему на грудь и не начинает с ним первый за много лет контакт. Она тут же извиняется и быстро уходит, жалея, что не может взять назад все глупости, которые она натворила. Тем временем Такуи стоит и думает, почему он не помог ей во время ее караоке-срыва. На следующий день у Рики выходной, и она терроризирует местных жителей своей картой, прежде чем вспомнить, что Такуи спросил, есть ли у нее идеи для их фальшивой истории любви. Она дала ему форму для заполнения личных данных и решает использовать эту информацию для идеальной милой истории, чтобы их брак выглядел правдоподобно. Сфотографировав разные места в городе, она идет в кафе, чтобы прочитать его данные, и понимает, что он на 2 года моложе ее. Затем она создает в своем воображении его фантомную версию для фальшивого свидания, но понимает, что уже забыла, как он выглядит. Затем она идет в Киа на свидание, которое вызывает у нее депрессию, и покупает плюшевую свинью, чтобы выглядеть не так психопатично. Позже она думает сдаться, но тут появляется Такуя и говорит, что хочет помочь ей придумать историю. К закату они вместе садятся на колесо обозрения, и он спрашивает, нравится ли ей кататься на нем, но она говорит, что это просто часть ее плана. После нескольких неловких минут молчания она показывает ему фотографии, которые сделала в городе, а затем достает купленные в долларовом магазине обручальные кольца. И говорит, что они важная часть их истории. Надев свое кольцо, она дает ему второе и рассказывает придуманную ею историю. А затем говорит, что он должен придумать фразу для предложения, прежде чем они поднимутся на вершину колеса. Она замечает его удивление и говорит, что он не обязан это делать. Но он отвечает, что это не проблема. Через несколько секунд он придумывает фразу, и она наклоняется, чтобы послушать. Но он трусит и говорит, что пока не может этого сделать, и она говорит ему не волноваться. Рассказав ему о виде, чтобы поднять настроение, она говорит, что их фиктивный брак заставил ее понять, что жизнь за пределами ее карт не так уж плоха. На следующий день Такуи пытается взять Каму под контроль, но забывает о нем, чтобы понять, почему он был слишком бесхребетным, чтобы сделать фальшивое предложение. Затем он пытается надеть кольцо, которое она купила, чтобы их история выглядела правдоподобно, но даже это становится проблемой для хронически замкнутого одиночки. В это время Рико только что пришла на пляж и с энтузиазмом делает кучу фотографий, чтобы придумать еще больше лжи, но, увидев настоящую пару, решает сбавить обороты. Когда она пытается прогуляться, приходит сообщение от знакомого, и она решает немного отдохнуть, прежде чем ответить. Вернувшись домой, Такуя продолжает бороться с чрезмерным количеством эстрогена в своем организме и, наконец, надевает кольцо, испытывая чувство свободы, о котором он никогда не думал. Посмотрев в зеркало, он решает стать идеальным фальшивым мужем для Рико, но ему неожиданно звонит таинственный человек, который утверждает, что знает, что их помолвка не настоящая, и обещает отправить их на Аляску. Позже, выйдя из офиса, он рассказывает об этом Рико, и она понимает, что этот человек, скорее всего, тоже работает в офисе, прежде чем появляется Ганда, и просит уделить ему немного времени. Они удивляются неожиданной просьбе, но соглашаются выслушать его, и он спрашивает, может ли он прийти к ним домой после работы, заставая Такую врасплох. Чтобы не выглядеть подозрительно, они оба говорят, что не против, и он благодарит их и уходит.
Через несколько минут на своих рабочих местах они оба начинают думать, что это он звонил. После работы Такуя возвращается домой, чтобы объяснить ситуацию Ками, но тот продолжает возмущаться, и Такуя обещает ему дополнительные угощения и целую неделю не пытаться его съесть. Через несколько минут появляется Рико и спрашивает, в безопасности ли она от когтей Камы, и он уверяет ее, что беспокоиться не о чем, прежде чем впустить ее внутрь. В следующий момент она показывает ему сумку с вещами для квартиры, и они сразу же используют ее, чтобы его дом не выглядел как приют для бездомных. После этого они развешивают фотографии и работают над тем, чтобы история их отношений выглядела более правдоподобной, когда раздается звонок в дверь. Открыв дверь, они видят, что Гондо привел Ицуки и Камию. Через несколько минут они начинают пить и выражают свое волнение по поводу помолвки. Но Рико начинает волноваться, потому что они не готовились к приходу 3 человек. Когда он наконец спрашивает, о чем хотел поговорить Гондо, тот просит совета по свиданиям, чтобы тоже жениться. Ицуки объясняет, что он был в бесчисленных приложениях для знакомств, и у него больше отказов, чем жира на лице, и ему становится неловко. Пока они смотрят на фотографии, которые развесила Рико, Камия спрашивает, когда они впервые встретились, и он отвечает, что они влюблены с 1-го курса. Затем Рико приглашает их перекусить с натянутой улыбкой, но все они шокированы, потому что обычно она ведет себя как робот Тесла в человеческом обличье. Пока парни постепенно теряют рассудок от выпивки, Гондо просит у Сакии совета, как вывести свою игру в рис на новый уровень. Но Такуя забывает, что должен играть роль счастливого женатого мужчины. И спрашивает, почему они ведут себя так, будто брак — это что-то важное, когда они просто обмениваются кольцами и проводят большую часть жизни, травмируя друг друга. К счастью, выпивка мешает им понять, что он сказал, и они просто смеются до темноты. Когда Ацуки и Камия собираются уходить, Гондо говорит Такуя, что планирует пригласить Камию на свидание, и просит его поддержки. После того, как он уходит, Такуя возвращается домой и удивляется, потому что совсем забыл о Рико. Убирая в доме, он спрашивает, почему все так радуются их помолвке. И она объясняет, что многие люди с нетерпением ждут возможности хлопать в ладоши одному человеку всю оставшуюся жизнь, потому что это делает их счастливыми. Сказав ей, что ему достаточно вернуться домой и отдохнуть с Камой, он спрашивает о ее хобби, и она рассказывает ему о своей зависимости от карт и приходит в восторг, объясняя это. Ей удается взять себя в руки, и она решает пойти домой, но по дороге домой она беспокоится, что фальшивая помолвка может привести к чему-то еще. На следующий день в офисе появляется отец Такуи Коичи, и Рико говорит ему сесть и подождать, не понимая, кто он такой. Когда она видит, что все слишком заняты, чтобы ответить ему, она решает помочь ему, но отдав ему визитку, он спрашивает о Такуе, потому что тот никому в семье не сказал о помолвке. Поняв, с кем она разговаривает, она отрицает, что знает что-либо о помолвке, и он извиняется за то, что отнял у нее время, и оставляет ей подарок от своей клининговой компании перед уходом. Затем Рико пытается рассказать об этом Такуе, но видит, что его нет рядом, и решает рассказать его отцу правду, чтобы не усугублять ситуацию. Выйдя на улицу, она видит, что он превращается в человека-факела и предлагает позвонить Такуе, прежде чем отвезти его в кафе. Когда она спрашивает, почему свадьба Такуи так важна для него, он объясняет, что именно входит в свадьбу в их родном городе, и говорит, что она должна быть идеальной, потому что он первый сын в семье. Затем Такуя, который только что вернулся в офис, видит сообщение, которое она ему оставила, и начинает паниковать. Пока Рико пытается придумать, как все исправить, появляется Такуя и здоровается с отцом, и она отводит его в сторону, чтобы все подробно объяснить. Он спрашивает, как он мог узнать, но она все еще не поняла, и он обещает разобраться с этим и благодарит ее за помощь. Сев за стол, он пытается сказать, что помолвка — это просто слухи, но отец заставляет его замолчать и говорит Рико, что ей больше не нужно сидеть и слушать его истории. Затем она говорит ему, что ей действительно нравится слушать о грандиозной свадьбе в их родном городе, но он говорит, что на самом деле солгал, потому что эти традиции угасают в последние несколько лет. Пока он объясняет, что их родной город теряет свою привлекательность из-за пристрастия поколения Z к дорогой городской жизни, Такуя пытается избежать разговора. Но Рико говорит ему перестать говорить о родном городе в негативном ключе, потому что ей все еще очень интересно. Он шокирован этим, и она рассказывает ему, что прочитала об этом в атласе, и он объясняет, какой прекрасной была жизнь, когда Такуя был моложе. Услышав, что Такуя тогда любил ловить лягушек, она начинает думать, что в нем есть что-то большее, чем просто ботаник с 4 глазами, а он все пытается избежать разговора. В этот момент его отец говорит им, что слышал о помолвке от людей в офисе и почти вспомнил имя Рико. Но Такуя останавливает его и обещает поехать в их родной город, чтобы все объяснить.
Когда отец уходит, Рико спрашивает, действительно ли он собирается ехать, и он отвечает, что должен все объяснить своей семье, а также решить другие личные вопросы. Позже в тот же день Асака зовет его в сторону и говорит, что он должен быть сопровождающим иностранной принцессы, которая сейчас находится в стране. Поскольку принцесса планирует провести свой последний день в качестве обычного гражданина, она просит его позаботиться об этом. Но он спрашивает, почему она не выбрала кого-то другого. Затем она объясняет, что принцесса любит иностранные сосиски, несмотря на то, что замужем, и он идеально подходит для этой работы, потому что он помолвлен, и, скорее всего, будет держать своего маленького Джонни под контролем, в то время как другие мгновенно вытащат свои мясные палочки. Сказав ему, что если он сделает что-то не так, это навредит их агентству, она уходит, чтобы рассказать остальным, и они все беспокоятся, что он может не справиться с такой огромной ответственностью. Позже, в тот же день, он начинает изучать информацию о принцессе в соседнем ресторане и чувствует огромное давление, потому что теперь ему нужно совмещать это со всем остальным. В этот момент Рико замечает его и хочет помочь, но вспоминает, что они недостаточно близки для этого, и уходит. На следующий день он приходит на место встречи и видит принцессу, которая выходит из машины, и ждет, что она подойдет к нему, но она подкрадывается к нему в идеальном образе НПК. Поскольку она с трудом говорит с ним по-японски, он говорит по-английски, чтобы помочь ей понять, что Япония еще не в каменном веке. Когда она готовится начать экскурсию, он спрашивает, не хочет ли она, чтобы он позвал кого-нибудь из ее охраны. Но она напоминает ему, что весь смысл сегодняшнего дня в том, чтобы почувствовать себя обычным человеком. Поняв свою ошибку, он извиняется и спрашивает, есть ли у нее какие-то планы, и она объясняет, что хочет испытать что-то необычное, и он понимает, что она не знает, чего хочет. К счастью, он уже подготовил список особых мест, и они начинают с посещения нескольких местных храмов, и ей все они нравятся. В какой-то момент ему звонит Асака, которая сейчас в панике, потому что Клауди ее ищет, но такое говорит ей не волноваться и вешает трубку, чтобы присмотреть за ней. После нескольких часов посещения разных курортов и достопримечательностей он решает отвезти ее в необычное место. Через несколько минут они оказываются на крыше школы, и она с восторгом объясняет, что всегда хотела увидеть ее после всех лет просмотра аниме. Чтобы сделать все еще лучше, он рассказывает ей о форме, которую приготовил для нее, и она тут же надевает ее, чтобы прочувствовать все в полной мере. С наступлением темноты Гонда начинает задаваться вопросом, почему Такуя еще не вернулся. И Ицуки напоминает ему о пристрастии Клаудии к иностранным сосискам и говорит, что они, наверное, закончили экскурсию с кремовым пирогом. Затем Гонда просит его перестать шутить при Рико, которая пытается сделать вид, что ее это не волнует, и втайне ищет в интернете все, что может найти о Клаудии. К тому времени Такуя уже сказал Клаудии, что им пора возвращаться, и она благодарит его за то, что он сделал этот день особенным, а потом просит отвезти ее обратно в его квартиру. Через некоторое время Рико приходит к нему домой, чтобы оставить что-то в почтовом ящике, но увидев, что оно слишком большое, она использует это как возможность узнать, дома ли он. Подойдя к его двери, она слышит подозрительные звуки, которые издает Клаудия, и быстро заглядывает внутрь, прежде чем решить, что это не ее дело. Она все равно оказывается у его окна и пытается понять, что она делает в его квартире в школьной форме. В этот момент Клаудия замечает ее и говорит Такуя, но, открыв окно и никого не увидев, он говорит ей, что, наверное, это просто кто-то проходил мимо. Когда Рико пытается уползти, Клаудии становится любопытно, что за комната у него с камой, и она открывает ее и чуть не лишается лица из-за его когтей. Когда они оба падают на пол, врывается Рико и думает, что Такуя – извращенец, который прячется за маской ботаника. После того, как она говорит ему, чтобы он больше не приводил девушек в свою квартиру, чтобы сохранить их историю, Клаудия с восторгом говорит, что ей не терпится наконец с ней познакомиться. Через несколько минут Такуя объясняет, что на самом деле он писал ей, чтобы она пришла, и она смущается, что сделала поспешные выводы. Затем Клаудия говорит ей, что сначала он отказался привезти ее домой из-за их помолвки, но передумал, когда она начала просить о встрече. Рико снова смущается, что не поняла ситуацию, и видя, как они ведут себя так неловко, Клаудия начинает волноваться и рассказывает им о своем плане покинуть королевскую семью, чтобы найти свою единственную настоящую любовь. Удивленный Такуя спрашивает, не ее ли это нынешний муж, но она показывает ему фотографию своей девушки Мари и объясняет, что они влюбились задолго до ее замужества. Она также объясняет, что ее нынешний брак был заключен только для того, чтобы успокоить ее страну, и благодарит их за то, что они показали ей, что значит по-настоящему любить кого-то. После того, как ее забирают на рейс домой, Рико снова извиняется перед Такуей, но он говорит ей не волноваться и спрашивает, зачем она пришла, ведь она не видела его сообщений. Затем она дарит ему камень в форме лягушки, чтобы напомнить ему о его детской страсти к ловле лягушек, и убегает. На следующий день Такуя входит в режим Супер Саяна, чтобы ухаживать за Камой.
но продолжает получать сообщения от сестры о помолвке с Рико и пытается придумать, как сообщить плохие новости своей семье на выходных. Затем он замечает камень в форме лягушки, который подарила ему Рико, и почти верит в то, что Клаудия сказала о них как об идеальной паре. Но быстро выбрасывает эту мысль из головы, чтобы сосредоточиться на текущей задаче. На следующий день в офисе смотреть в глаза Рико становится невозможно, потому что они оба пытаются избежать очевидного напряжения, возникшего прошлой ночью. В этот момент Гонда спрашивает Такую о его поездке в родной город, до которого всего день пути. Пока они шутят о том, что он наконец-то собирается поговорить с родителями, Рико удивляется, откуда они все это знают. Все эти размышления начинают мешать работе Рико, пока Такуя не говорит Ганде и остальным, что он возвращается только для того, чтобы уладить скучные дела со своей семьей. Затем он подходит к Рико и обещает придерживаться плана, когда увидит свою семью. Но тут ей звонит таинственный преследователь. Он говорит ей, что она должна поехать с ним, потому что они якобы женаты, и обещает присматривать за ней, прежде чем повесить трубку. Позже, в тот же день, Такуя отводит Каму в детский сад для животных и оставляет его на попечение Сенмори, а сам погружается в состояние потока, чтобы тщательно спланировать поездку в свой родной дом. Он решает, что его семья поддержит эту ложь и не расскажет никому на работе, но знает, что они не смогут вернуться в тот же день. Поэтому решает снять номер в отеле, чтобы избежать вопросов, так как все остальные считают, что они оба будут с его родителями планировать свадьбу. Оплатив услуги для Каммы, он уходит собирать вещи, а Рико, которая разглядывает карту его родного города, тоже пытается выбрать наряд для поездки. Затем она вспоминает, как ей всегда было трудно выбрать наряд, пока мама не сказала ей быть немного увереннее в себе, и решает последовать этому совету. На следующий день в аэропорту Такуя волнуется, потому что скоро нужно будет сдавать паспорт, но все это исчезает, когда появляется Рико, похожая на диснеевскую принцессу. Через несколько минут их самолет взлетает, и он понимает, что случайные взгляды на ее красивое лицо могут показаться странными. Поэтому он спрашивает, была ли она когда-нибудь в городе, где находится его родной дом. Когда она отвечает утвердительно, он спрашивает, была ли это семейная поездка, но тут же жалеет об этом, думая, что перешел границы. Затем она предлагает рассказать ему немного о своей семье, так как они в основном говорили о нем, и он соглашается послушать. Она объясняет, что в основном была дома одна, потому что ее отец никогда не возвращался с работы, а мама постоянно путешествовала по всему миру по делам. Из-за того, что она все время была дома одна, у нее появилась любовь к картам, потому что это был единственный способ почувствовать связь с местами, где бывала ее мама. Был друг семьи, который иногда звонил, чтобы узнать, как у нее дела. Но Рико всегда говорила, что у нее все в порядке, и продолжала играть со своими картами, пока не начала мечтать о том, как они с мамой посетят множество городов. Через несколько минут они приземляются в аэропорту и желают друг другу удачи, прежде чем он видит свою бабушку с коробкой дынь. Она говорит, что приехала, чтобы продать их, и предлагает подвезти их до дома. Через несколько минут в машине она спрашивает, правда ли, что Рика – та самая девушка, на которой он собирается жениться, и они решают признаться, что это была ложь. Вернувшись домой, она ведет их к дедушке, который уже еле стоит на ногах, и просит Такую помочь собрать дыни, пока она собирает еще в саду. После нескольких минут сбора дынь с Рико и любования пейзажем бабушка Такую отводит ее в сторону, чтобы угостить кусочком, и говорит, что знает, что они на самом деле собираются пожениться. Рико тут же уверяет ее, что это не так, но она просит ее не притворяться и объясняет, что выражение лица Такуи, когда они впервые появились, сказала ей все, что ей нужно было знать об их отношениях. Затем Рико пытается подробно рассказать их историю, но ее сбивает с ног тепловой удар, поэтому бабушка зовет Такую и бежит за врачом. Такуя решает отнести ее в дом, но недостаток тестостерона тут же дает о себе знать, и у него чуть не ломается позвоночник. Как только бабушка открывает дверь, чтобы он мог занести Рико в дом, появляется его отец и тут же бросается на помощь. Занося ее в дом, он говорит Такуе, что все ждут их в главном семейном доме. И спрашивает, почему Рико пришла с ним, прежде чем понимает, что она – та самая девушка, на которой он якобы собирается жениться. Он начинает задавать кучу вопросов, и Такуя говорит ему, что свадьбы не будет, и извиняется за то, что солгал ему. Разозлившись, он спрашивает, почему они не сказали правду в кафе, и говорит ему, чтобы он повзрослел, потому что ему всегда было трудно вовремя решать свои проблемы. Через несколько минут после спора они укладывают ее на кровать, чтобы врач осмотрел ее, и он говорит ему, чтобы он не волновался, потому что Рико просто нужно отдохнуть, и бабушка предлагает проводить его. Затем Такуя обещает извиниться перед всеми дома за свою ложь, но отец говорит ему, чтобы он жил как настоящий мужчина, а не как бесхребетный фембой, который не может постоять за себя. Когда он пытается снова начать спор, входит бабушка, чтобы извиниться за то, что заставила Рику работать, но они говорят ей, чтобы она не винила себя. И Такуя говорит, что ей просто нужно время, чтобы привыкнуть к их погоде.
Через несколько часов он приезжает к родителям и все объясняет маме и сестрам. В отличие от отца, они воспринимают эту новость немного лучше и с нетерпением ждут, как он попал в такую сложную ситуацию. Перед отъездом к бабушке мама говорит ему, чтобы он позаботился о Рико, и обещает уговорить отца успокоиться, прежде чем сестра передаст ей подарки. Через несколько минут в доме бабушки и дедушки бабушка говорит ему, чтобы он шел в свою комнату, потому что Рико еще спит. И он благодарит ее за помощь, прежде чем подняться по лестнице и удивиться, увидев, что она оставила Рико в его комнате. Он тут же пытается вытащить свой футон, но Рико наконец просыпается, и он пугается. Пообещав, что он ничего с ней не делал, он объясняет, как она потеряла сознание и что произошло потом. Он также рассказывает ей о разговоре с мамой и сестрами, но она начинает жалеть, что не пошла с ним, и спрашивает, могут ли они пойти еще раз. В этот момент они слышат кваканье лягушек. Она спрашивает, могут ли они выйти на улицу, и он выводит ее, и они несколько минут разговаривают, прежде чем лягушка прыгает ей на голову. Она пугается и чуть не падает, но он подхватывает ее и ловит лягушку, прежде чем объяснить, что это за вид. По дороге в поле она узнает его прикосновение и спрашивает, это он ее нес, и он объясняет, что его отцу пришлось помочь из-за его тонких рук. Затем она извиняется за неудобства, которые это им доставило, и говорит, что, наверное, ее ошеломила разница в жизни в его родном городе. После того, как она рассказывает ему, как это было интересно, даже если она проспала большую часть, он напоминает ей о камне-лягушке, который она ему подарила, и говорит, что это действительно много значит, потому что он никогда не получал таких подарков. Затем он пытается сказать что-то о том, что чувствует, когда отправляется с ней в путешествие, но лягушки мешают, поэтому он предлагает вернуться в дом и обещает вытащить свой футон. На следующее утро она погружается в свои мысли, пытаясь понять, что он хотел сказать. После того, как бабушка говорит ей, чтобы она собиралась на завтрак, она идет в ванную, чтобы умыться, и такую тоже выходит, чтобы снова ее проведать. Вид его безупречной кожи заставляет другую часть тела Рико намокнуть. Она просит его выйти, и он извиняется за то, что зашел. Позже утром они благодарят бабушку за завтрак, и она обещает прислать Рико дыни, прежде чем они отправятся к родителям Такуи. По дороге она любуется его волосами и решает идти впереди него, но он останавливает ее, потому что она идет не в ту сторону. Через несколько минут они добираются до места, и женщины тут же засыпают Рико вопросами, а Такуи наблюдает и молится, чтобы они не напугали ее. После допроса они просят его показать ей город, но она просит их отца, чтобы сначала извиниться. Мама Такуи говорит ей, что не стоит беспокоиться, потому что он уже ушел на работу и, скорее всего, стесняется с ней разговаривать. Когда его сестра спрашивает, есть ли в их городе что-нибудь интересное, Рико вдруг вспоминает о городском музее вулканов. Через несколько минут они с Такуи отправляются в музей, и она извиняется за то, что была такой настойчивой, но он говорит ей не волноваться и начинает разговор об этом. Все это время она продолжает любоваться его волосами, пока по радио не заиграла песня, которая напомнила ей о канале Discovery, который она смотрела много лет назад. Пока ее воспоминания превращаются в бред, Такуи пытается привести ее в чувство, пока они не доберутся до музея. Они проводят большую часть дня, осматривая достопримечательности и просматривая документальные фильмы об истории вулканов в городе. После того, как они вышли посмотреть на то, что раньше было двумя вулканами, они пытаются вернуться внутрь, но школьная экскурсия внезапно выходит из-под контроля, и ученики бегают по музею, мешая другим посетителям. После того, как один из них врезается в Рико, Такуи включает режим отца и напоминает Рико об их тренировках для подобных ситуаций. Чтобы развлечь маленьких преступников, они рассказывают им сказку о вулканах и становятся экскурсоводами на весь день. После этого они прощаются и садятся в машину, но Такуи решает попросить сестру отвезти их в аэропорт, чтобы они могли немного отдохнуть перед обратным рейсом домой. Когда они наконец возвращаются к родителям Такуи, он пытается позвонить сестре и удивляется, увидев старую подругу по имени Ноу. Когда выходят его мама и сестры, Ноу показывает им новую партию стеклянных тарелок, которые она только что сделала. Такуи снова удивляется, потому что не знал, что у нее есть талант. Затем выходит Рико, чтобы посмотреть, из-за чего весь шум, и Такуи представляет их друг другу и дразнит Ноу за то, что она пытается вести себя цивилизованно. Ноу тут же начинает ерошить его волосы, и он делает то же самое с ней, из-за чего Рико думает, что она никогда не достигнет такого уровня близости с ним. В этот момент Ноу спрашивает Рико, могут ли они быть друзьями, и говорит, что планирует посетить семинар недалеко от их офиса в Токио. Несколько дней спустя, когда Такуя кормит Каму, он начинает задаваться вопросом, почему Рико вдруг стал таким холодным во время обратного рейса в Токио. Сначала он думает, что это как-то связано с его семьей, но потом вспоминает, что она была с ними дружелюбна. И благодарит Бога за то, что он не рассказал ей о своих чувствах, когда они были вместе в поле.
Тем временем Рико, который сейчас смотрит документальный фильм о путешествиях, вспоминает, как они сблизились во время поездки, но также вспоминает, как Ноу играла с его волосами, и решает отключить свои эмоции, чтобы ничего к нему не чувствовать. На следующий день в офисе Асака напоминает им, что скоро начнется летняя ярмарка, а это значит, что им всем нужно сосредоточиться на продаже билетов путешественникам. После собрания Синси начинает петь, чтобы нейтрализовать любую негативную ауру, которая может повлиять на продажу билетов, и Осака заставляет всех присоединиться. Во время обеда Синси открывает идеальный обед, приготовленный его женой, и агрессивно смотрит на нее, в то время как все остальные надеются, что у них будет партнер с таким же талантом, как у его жены. Через несколько часов после окончания рабочего дня Такуя оказывается в баре с Гандой и расстраивается, потому что хочет вернуться домой к Каме. Но Гоа умоляет его остаться и дать совет, чтобы Камия обратила на него внимание. Вместо того, чтобы сказать Ганде бросить пиво и избавиться от пивного живота, Такуя сосредотачивается на своих отношениях с Рико и пытается понять, почему она даже не смотрит в его сторону. На следующий день в офисе царит хаос, потому что большинство клиентов агентства продолжают звонить и спрашивать билеты, которые Синси не отправил. Когда Асака выходит, чтобы найти его, Такуя использует эту возможность, чтобы поговорить с Рико, но она полностью его игнорирует, и его страхи усиливаются, когда он начинает думать, что она его ненавидит. В этот момент входит мальчик по имени Хидео, который утверждает, что он сын Синси, и спрашивает, приходил ли он в офис. Камия спрашивает, что случилось, когда он в последний раз видел Синси, и Хидео объясняет, что он поссорился с женой из-за ее требования о разводе и с тех пор не возвращался домой. Все начинают выдвигать теории, которые могли привести к разводу. Но потом Джордж злится на них за то, что они сплетничают об этом, в то время как Хидео все еще беспокоится о безопасности своего отца. Затем он просит Такую помочь ему найти Синси и обещает справиться с оставшейся работой. Через несколько минут Такую начинает задаваться вопросом, почему, казалось бы, идеальный брак Синси внезапно распался, в надежде, что он сможет хотя бы найти его и успокоить Хидео. В этот момент Хидео показывает ему папку с визитками, которые хранит его отец, и говорит, что они могут быть подсказками о местах, которые он обычно посещает. Такуя решает помочь маленькому детективу, но после нескольких часов посещения бесчисленных заведений Хидео останавливается и спрашивает, смогут ли они найти Синси. В надежде подбодрить его, Такуя ведет его в ресторан быстрого питания, чтобы перекусить. Но откусив бургер, Хидео говорит ему, что их семья была идеальной, пока его мама не решила вернуться на улицу. Когда он начинает плакать, Такуя садится рядом с ним, чтобы утешить, и вспоминает, что сказал ему отец о том, что он не выкладывается на полную в своих делах. Еще через пару часов поисков он звонит Асака и говорит, что они все еще не нашли его. Но потом Джордж берет трубку и говорит, куда идти в бар для депрессивных парней. Через несколько минут они добираются до квартала, который описал Джордж, но Такуя не понимает, как найти бар для депрессивных парней, пока не видит, что из него буквально сочатся плохие вибрации. В этот момент Камия и остальные догоняют его, чтобы помочь искать. Он просит Камию присмотреть за Хидео на случай, если Синси напьется. Когда они с Гандой и Ацуки заходят внутрь, они замечают Синси за стойкой и подходят к нему. Увидев их, он извиняется за опоздание на работу и говорит, что придет, как только закончит стирать распечатанные документы о разводе. К сожалению, алкоголь начинает выветриваться, и он понимает, что его идеальный брак действительно вот-вот закончится. Сразу после того, как он уронил голову на стойку, он убегает, прежде чем появляется Джордж, и они все расходятся, чтобы найти его. Пока Камина пытается не отставать от Хидео, Такуя и остальные в конце концов находят Синси на дереве, который вернулся в свое доэволюционное состояние. Когда он снова убегает, они преследуют его пару кругов и останавливаются, чтобы отдышаться и придумать, как остановить убитого горем психопата. Тем временем Рика приходит, чтобы остановить Хидео, но его слезы напоминают ей о том времени, когда ее родители тоже начали ссориться, и она обещает быть рядом с ним, пока мальчики не найдут Синси. Через несколько мгновений он направляется прямо к Джорджу, который встает в стойку и выбивает из него дурь. Когда Такуя догоняет его и спрашивает, готов ли он вернуться домой, он отвечает, что ему все еще тяжело смотреть правде в глаза. Через несколько мгновений Хидео видит, что он возвращается, и бросается к нему в объятия, заливаясь слезами. Затем Синси соглашается пойти с ним домой, но остальные продолжают гадать, как такая идеальная семья могла разрушиться. На следующий день Асака радуется конкурсу, но замечает, что она единственная в хорошем настроении, и спрашивает, почему. Напомнив ей, что они преследовали взрослого мужчину, который думал, что стал гориллой, и Цуки говорит, что Синси взял выходной, чтобы сосредоточиться на своей семье. Они снова начинают строить теории о том, что произошло, и называют его жену бесчувственной за то, что она заговорила о разводе в их годовщину. Но потом Джордж говорит, что ей, наверное, пришлось многое вытерпеть.
Он объясняет, что Синси, вероятно, не видел ее трудностей, потому что был слишком зациклен на идеальном браке и не понимал, что его счастье недостаточно для них обоих. Когда все начинают делиться своими мыслями о том, что такое брак на самом деле, Ицуки говорит такое быть осторожнее со своим, но Ганда останавливает его, чтобы он больше ничего не сказал. По дороге в кладовку Такуя вспоминает, как веселый Синси за одну ночь стал алкоголиком. И задается вопросом, действительно ли брак стоит всех эмоциональных переживаний, которые он приносит. Добравшись до кладовки, он видит, что кто-то борется с коробкой и бежит на помощь, но видит, что это Рико. Она смотрит на него с тем же холодным выражением лица, но он все равно решает помочь ей вытащить коробку. Когда она вдруг говорит, что надеется, что Синси исправит свой брак, Такуя не знает, что ответить, и решает промолчать. По дороге домой Рика тоже начинает беспокоиться об их отношениях и пытается заглушить эмоции воспоминаниями о прошлом. Но тут появляется Джордж и просит ее о помощи. После того, как Джордж объясняет, как она растерялась, приехав в город, Рико спрашивает ее адрес, чтобы помочь. И удивляется, потому что дом Джорджа находится прямо рядом с ее домом. Джордж тоже рад, что будет жить рядом с ней, и дает ей визитку мастерской, в которой она будет работать, и говорит, что Сорика может зайти в любое время, когда захочет. На следующий день на работе Такуя пытается завязать разговор. Но Рико, как обычно, почти не отвечает ему, и он уходит. По дороге домой после работы она смотрит на визитку, которую дал ей Джордж, и вспоминает, как дразнила Такую, и решает найти мастерскую, чтобы узнать о ней побольше. Через несколько минут она находит это место и заходит как раз вовремя, чтобы увидеть, как Джордж демонстрирует свои навыки Карен, управляющей мастерской. После нескольких минут игры с огнем она наконец делает идеальную стеклянную чашку, но учитель говорит ей, что нужно стараться лучше. Рика собирается идти домой, но Джордж замечает ее и выбегает, чтобы выразить свое обычное волнение. Когда она спрашивает, почему Рико просто не позвонила ей, она отвечает, что не хотела мешать, и предлагает устроить вечеринку у нее дома, чтобы они могли нормально поговорить. Рика сразу же пытается отказаться, но Джордж настаивает и говорит, что это будет отличное упражнение для сближения, и Рика соглашается. После наступления темноты Джордж приходит к ней домой с закусками и рассказывает, как случайно они встретились в ее первый день в городе. Чтобы отпраздновать это, она достает больше дюжины банок пива, и Рика удивляется, как Такуя не стал алкоголиком, несмотря на то, что вырос такой, как она. Указывая на то, что ее чашка пива сделана из камней, Джордж рассказывает, как в детстве она играла в Дору-исследовательницу, а потом узнала, что может превращать камни в красивую стеклянную посуду. Рико хвалит Джордж за талант, но та говорит, что дома учитель все еще обращается с ней как с бесполезной новичком, поэтому ей нужна мастерская, чтобы стать лучше. Чтобы сменить тему, она спрашивает Рико, не случилось ли чего-нибудь, что ее расстроило. Подумав, Рико рассказывает ей о купленной карте, которая была сложена, и говорит, что не умеет держать вещи, и это ее бесит. Все меняется после того, как еще одна банка пива заставляет ее выговориться, и она спрашивает о фальшивых отношениях с Такуей. Рико легко признается, что это была ложь, но когда Джордж спрашивает, действительно ли между ними ничего нет, она вдруг напрягается и говорит, что ей не терпится узнать, что он думает об их ситуации. Упав на стол, чтобы не сказать что-то, что могло бы выдать ее чувства, она спрашивает Джорджа, всегда ли Такуя был таким непонятным. Джордж рассказывает ей о том дне, когда он пошел за ней в ее любимое место в лесу и провел там весь день, играя до темноты. Поняв, что она не может найти дорогу домой, она расстроилась, но он подбодрил ее светлячком и помог найти дорогу обратно. Сказав, что нынешний Такуя совсем не похож на того, кем он был раньше, Рико делает вид, что ей все равно, но потом предлагает спросить у него объяснений, потому что хочет знать, что он на самом деле думает. Прежде чем Рико успевает понять, что она имеет в виду, она встает и звонит Такуя, требуя, чтобы он пришел поговорить с Рико, и теряет сознание. Через несколько минут появляется Такуя и сразу видит, что Рико совсем потеряла голову от выпивки. Войдя в дом, он пытается разбудить Джордж, но Рико говорит ему уйти и говорит, что хочет поговорить. Она спрашивает, что он хотел сказать той ночью в поле, но он делает вид, что ничего не помнит. Она продолжает требовать, чтобы он сказал, что это было, и он с серьезным видом говорит, что просто был рад прогуляться с ней. Она делает еще один глоток пива, и он спрашивает, не расстроилась ли она из-за него после поездки. Когда она признается, что просто не может найти общий язык, он объясняет, что, став взрослым, ему стало трудно быть таким же, как раньше, потому что он понял, насколько запутанным может быть реальный мир. Сказав, что ей пришлось отключить свои эмоции, чтобы пережить трудные моменты взросления, она говорит ему, что ее выключатель больше не работает, потому что она просто не может понять, чего он хочет. Затем она спрашивает, не являются ли они просто сообщниками. И он задумывается, прежде чем ответить.
В следующий момент они оба впадают в истерику, потому что она не может смириться с тем, что он сделал ей предложение, а он удивляется, как его навязчивые мысли так легко вырвались наружу. Через несколько минут она вспоминает свою скучную школьную жизнь и понимает, что ничего не знает о любви. Это еще больше сбивает ее с толку, и он продолжает паниковать, думая, что она ищет способ сказать «нет». Через пару минут молчания он берет себя в руки и уносит Джордж, наконец давая Рико возможность перевести дух и обдумать свои мысли, а сам глубоко сожалеет, что вообще открыл рот. На следующий день Рико просыпается, когда алкоголь окончательно выветрился, и понимает, что теперь ей придется встретиться с Такуи на работе после того, что произошло. Пока она собирается, ее тело начинает издавать больше звуков, чем ржавая канализационная труба. Добравшись до офиса, несмотря на ужасное похмелье, она видит, что у Такуи выходной, и чувствует облегчение. В этот момент входит Шинши, выглядящий так, будто в него вселился призрак фанатки кей-поп. Пока Рика думает, не позвонить ли Такуя, он полностью погружается в свою новую роль овоща и продолжает гадать, что он сделал, чтобы она так отреагировала, пока Кама не смотрит на него убийственным взглядом за то, что он не принес еду. Слишком расстроенный, чтобы обращать на это внимание, Такуя продолжает сходить с ума, пока кто-то не звонит в дверь. Он отчаянно надеется, что это Рико хочет принять его предложение и извиниться за вчерашний вечер, но оказывается, что это Ганда. Ганда извиняется за то, что пришел в его выходной, и просит о помощи, а Такуя говорит ему, чтобы он оставил Камию в покое. Но Ганда говорит, что это не имеет к ней никакого отношения, и показывает ему анкету для знакомств. Он утверждает, что стал мастером по знакомству с плохими парнями, но признается, что все еще слишком стесняется встретиться с одним из них. Вот почему он пришел. Позже, тем же утром, в ресторане Такуя удивляется, как хорошо он выглядит на фотографии и сколько денег потратил, чтобы сделать свой профиль привлекательным для девушек. Он оправдывает безумную сумму, которую потратил, говоря, что все остальные делают то же самое. Такуя спрашивает, что случилось с его любовью к Камии. Ганда объясняет, что она все еще почти не замечает его и говорит, что хочет найти жену, пока он еще хорошо выглядит, потому что никому не будет интересен человек авокадо средних лет, который зарабатывает чуть больше минимальной зарплаты. Когда Такуя спрашивает, с чем именно ему нужна помощь, Ганда показывает ему всех девушек в приложении, которые его отвергли, и говорит, что пытался встречаться с девушками своего уровня, но в основном боялся за свою жизнь, потому что все они кажутся немного сумасшедшими. В следующий момент он достает пальто и говорит, что оно от его любимой айдол-группы. Он объясняет, что нашел фан-группу в приложении и познакомился с девушкой, которая решила провести день на их небольшом мероприятии. Показав ему фотографию девушки, Ганда просит Такую быть начеку и спасти его, если она окажется еще одной сумасшедшей. Через несколько мгновений Такуя наблюдает за ним и думает, что ему придется пойти на такие жертвы, чтобы заполучить девушку. В этот момент появляется девушка, и они представляются под песню своей айдол-группы, прежде чем она снимает маску и оставляет его ошеломленным своей красотой. Когда он спрашивает, почему она скрывает лицо, она напоминает ему, что многие извращенцы тоже используют приложение, чтобы найти жертв, и говорит, что рада наконец-то встретить единомышленника. Когда они заходят внутрь, Такуя решает уйти, чтобы не быть третьим лишним. Проведя остаток дня, пробуя разные места и постоянно слушая свою айдол-группу, Каори наконец вспоминает, что она взрослая, и говорит, что ей нужно уйти, чтобы закончить работу. Затем Ганда пытается спросить, не хочет ли она встретиться снова, но она просит его номер, чтобы они могли поговорить по телефону. Он сразу же дает ей свой номер и берет у нее, прежде чем отправиться домой, чтобы посмотреть выступление айдол-группы, чтобы им было о чем поговорить. Несколько дней спустя, убираясь в офисе, Такуя видит, что у Рико выходной, как раз перед тем, как Ганда начинает болтать о том, что они с Каори не могут насытиться друг другом. В следующий момент он говорит, что не может дождаться, когда женится на ней, и Такуя решает пойти с ним выпить после работы, чтобы обсудить это. Ганда продолжает настаивать, что хочет жениться на ней как можно скорее, и Такуя спрашивает, почему он так сильно хочет жениться. Ганда объясняет, как тяжело было расти в бедности с родителями, которые постоянно ссорились из-за долгов отца. Благодаря старшему брату у него была хоть какая-то нормальная жизнь, но позже он с трудом успевал за сверстниками, потому что все, о чем он мог думать, это еда. После того, как он рассказывает о своей мечте жениться на любящей жене и завести детей, которых он будет воспитывать как можно лучше, Такуя спрашивает, как он так легко говорит о таких серьезных вещах. Ганда признается, что такие парни, как он, вряд ли когда-нибудь добьются этого. Но Такуя перебивает его и говорит, что он должен делать то, что делает его счастливым. Через несколько минут он приглашает Каори на свидание, чтобы проверить, подходят ли они друг другу для брака. Но ее настроение внезапно меняется. Она заставляет его сесть с ней в автобус и отвезти ее в детский сад, чтобы забрать сына. Увидев его ошеломленное лицо, она спрашивает, хочет ли он все еще встречаться, и говорит, что это слишком сложно для него.
На следующий день он встречается с Такуи, чтобы поговорить о том, что ему все равно, что кто-то уже переспал с ней, и Такуи говорит ему, чтобы он следовал зову сердца. Затем он идет в банк, чтобы разобраться со своими финансами, прежде чем снова связаться с Каори. После работы он пишет ей, что хочет встретиться в ресторане, но после нескольких часов ожидания появляется ее подруга и говорит, что Каори хочет, чтобы он забыл о ней. Она пытается объяснить, как тяжело одиноким мамам заводить новые отношения, но потом видит выписки из его банка и понимает, что он пытался сделать. Позже вечером он встречается с Такуи и решает отказаться от женитьбы, потому что его реакция на правду Каори заставила его понять, что он просто не готов к этому. Когда он плачет, Такуи понимает, что у него даже не хватает смелости быть таким преданным кому-то. На следующий день после работы Рико пытается позвонить Такуи, но неуверенность мешает ей нажать кнопку вызова, потому что она все еще думает о том, как прямо он сделал предложение. Через несколько минут она идет домой, но тут к ней подбегает мужчина и вручает подарок, чтобы извиниться за то, что она потеряла сознание прошлой ночью. Когда Рико спрашивает, что она помнит, он говорит, что после третьей банки пива все было как в тумане, и спрашивает, не сделала ли она что-нибудь неловкое. Рико полностью игнорирует его вопрос и начинает объяснять, что ей всегда было трудно принимать решения самостоятельно. Чтобы помочь ей, он предлагает пойти с ней на бесплатный мастер-класс по изготовлению стекла и клянется, что игра с температурой в 1000 градусов навсегда решит все ее проблемы. На следующий день она приходит в мастерскую и знакомится с наставником Нао, который оказывается очень спокойным парнем. После того, как он показывает ей свои последние работы, Хочи уходит, чтобы они могли побыть одни в студии. Затем он объясняет, как начать, и говорит ей быть осторожной с печью, прежде чем делать новую форму. Через несколько минут он показывает Рико идеальную технику выдувания. Когда она делает перерыв, он ставит форму обратно в печь на пару минут, а потом объясняет, как сделать основу. Через несколько минут, убедившись, что Рико соблюдает правильный ритм, он берет форму обратно, чтобы закончить работу. В этот момент Хочи возвращается с бутылкой воды для нее, и они оба смотрят, как он заканчивает работу над чашкой с гораздо большим мастерством, чем когда она только начинала. Глядя на все остальные чашки, которые она сделала, Рико начинает понимать, как приятно полностью отдаваться чему-то. И вспоминает разговор с Такуи о том, что она всегда подавляла свои эмоции. Когда он наконец заканчивает с чашкой, Рико спрашивает, должна ли она быть уродливой. Но и он, и Хочи говорят ей, что не стоит ожидать совершенства, когда она только научилась выдувать стекло. Затем он провожает ее и обещает доставить чашку к ней домой, когда она остынет. По дороге домой она думает, что делать со стеклом. Но тут приходит сообщение от одного человека, который спрашивает, могут ли они встретиться на выходных. Рано утром в субботу Рико быстро собирается навстречу, но, закрыв дверь, спотыкается и поправляет каблук, не замечая, что ей звонит Такуи. Через несколько минут в кафе она заказывает кофе и пытается взять себя в руки, прежде чем появляется ее мама. После того, как она рассказывает о том, какое хорошее кафе, Рико спрашивает о пакетах с покупками. И она объясняет, что ей всегда приходилось подкупать своих клиентов самыми дорогими вещами на рынке, чтобы заключать сделки. Затем она спрашивает Рико, как у нее дела на работе, и предлагает стать внештатным агентом вместо того, чтобы работать под руководством Осака и зарабатывать достаточно, чтобы не стать бездомной. Когда Рико говорит, что ей нравится работать в агентстве, ее мама радуется, что она об этом подумала. Но все равно напоминает ей, что она может добиться всего, чего захочет, если приложит усилия. Когда она решает сделать перерыв в разговоре, чтобы сделать фотографии для работы, Рико восхищается тем, как она стремится получить от жизни максимум, и удивляется, почему у нее нет такого стремления. Внезапно мама спрашивает, готова ли она к замужеству, но Рико говорит, что еще даже не думала об этом. Сказав, что она хочет, чтобы она нашла лучшего партнера, чтобы не утонуть в работе, чтобы избежать одиночества. Ее мама просит познакомить ее с ее прекрасным принцем, когда она его найдет. В это время Такуи, который снова ей звонит, разочарованный удивляется, почему она избегает простого разговора с тех пор, как он пригласил ее на свидание. Когда он бросает трубку и решает больше не звонить, раздается звонок. Он сразу же отвечает, но это всего лишь ветеринар, который хочет поговорить о прививках Каммы. Через несколько минут мама Рико напоминает ей всегда верить в себя, и тут же звонит кому-то, чтобы узнать, правда ли, что Рико выходит замуж. В этот момент Рико наконец видит пропущенные звонки от Такуи и сначала паникует, но потом начинает думать, что же в ней такого, что его так заинтересовало. По дороге домой в поезде она вспоминает, как парень впервые пригласил ее на свидание, и как она 3 дня избегала его звонков и сообщений, потому что была слишком напугана и нерешительна, чтобы принять решение. Когда она наконец пришла в школу, он отсутствовал из-за болезни, которую подхватил, пока ждал ее на жаре. Полностью осознав, что она никогда не была из тех, кто нравится парням, она расстраивается, пытаясь понять, почему Такуи хочет с ней встречаться.
Через несколько минут она приходит к нему домой, и он удивляется, увидев, что она пришла, но она сразу же требует пойти с ним на свидание. Увидев, что он все еще не может вымолвить ни слова, она говорит ему, что напишет ему о свидании, и уходит. Вернувшись, чтобы извиниться за то, что не отвечала на его звонки, она идет домой. Через несколько дней он приезжает на станцию, о которой она написала в сообщении, и идет в маленький городок, чтобы найти место, где она просила его встретиться. Придя на место, он думает, что внезапное приглашение на свидание – это ее ответ на предложение. В этот момент она наконец появляется и спрашивает, почему он надел кожаные туфли, ведь они будут гулять почти весь день. Затем она объясняет, что хочет быть его гидом, и говорит, что он может уйти, когда захочет, из-за чего он еще больше смущается. А она решает сделать так, чтобы ему стало скучно, и он понял, что на самом деле она ему не нужна. Пока она ведет экскурсию, он пытается понять, почему она вдруг пригласила его на свидание, и злится, что он пришел. Прочитав о водном пути, он спрашивает, почему она хочет его осмотреть. И она напоминает ему о своем любимом канале документальных фильмов о путешествиях и объясняет, что обычно посещает все места, о которых они рассказывают в свободное время. Когда он вспоминает, что смотрел эпизод, в котором они посетили водный путь, и говорит ей об этом, она начинает болтать о том, как ей нравится проводить время в таких местах, и надеется, что ему станет скучно. Вместо этого он признается, что впечатлен, потому что никогда не думал о том, чтобы посетить места из шоу. От этого признания у нее чуть не отвисает челюсть, но она берет себя в руки и продолжает экскурсию. В течение дня она замечает, что он просто наблюдает за всем, что она делает, и убеждается, что ему это начинает надоедать. Но он продолжает восхищаться ее увлеченностью. В какой-то момент он предлагает сделать перерыв и перекусить, но она достает перекус и делится с ним, прежде чем продолжить экскурсию. Через несколько минут она полностью забывает о такое и погружается в экскурсию, представляя, какой была жизнь до появления технологий. Когда Такуя наконец что-то говорит, она вздрагивает, и он объясняет, что Google помогает ему следить за ней. Затем она говорит, что ему не обязательно притворяться, что ему нравится за ней наблюдать, но он отвечает, что всегда хотел видеть ее увлеченной чем-то, и говорит, что счастлив провести с ней весь день. После минутного молчания, чтобы собраться с мыслями, она спрашивает, нормальный ли он, потому что не может поверить, что ему нравится ее идея свидания. Но прежде чем он успевает ответить, она говорит, что им нужно прекратить притворяться, что они встречаются, потому что она смущается, когда они вместе. Она также обещает согласиться на перевод на Аляску, и он соглашается, но потом ей становится грустно, когда она осознает, что только что сказала. Увидев выражение ее лица, Такуя вспоминает, как Гонда рисковал своим сердцем ради шанса на настоящую любовь, и решает настоять на своем. Он хватает ее за руку, и после нескольких секунд обмена слюной они отстраняются, и он пытается что-то сказать. Но она не дает ему говорить, чтобы сосредоточиться на взрывах в своей голове. Затем она говорит ему, что им нужно время, чтобы переосмыслить свои отношения. Потому что непонятно, как они перешли от планирования фиктивного брака, чтобы избежать перевода, к тому, что теперь целуются после самого странного свидания в истории человечества. Он признает, что она права насчет того, насколько быстро и сложно развиваются их отношения, поэтому она берет свою шляпу и идет домой, чтобы подумать, но останавливается, чтобы пообещать, что не расстроена, прежде чем уйти. Пока он остается и удивляется, как она так спокойно ко всему относится, она наконец возвращается домой и сходит с ума. Затем она пытается сложить камни, чтобы успокоиться, но воспоминания об их поцелуе снова выводят ее из себя. Позже той же ночью Осаки звонят по довольно подозрительному поводу, касающемуся влюбленных. На следующий день они оба приходят в офис одновременно и совершенно забывают, как поздороваться друг с другом. К счастью, появляется Гонда с обычным жизнерадостным видом, и это отвлекает их, пока они не садятся за свои столы и не пытаются перестать думать о потере во время работы. В следующий момент входит Асака и просит поговорить с ними обоими по важному вопросу. Через несколько минут она рассказывает им о проекте для новых сотрудников и говорит, что они должны задокументировать свою совместную жизнь, чтобы новые сотрудники увидели, что агентство поддерживает любовь между коллегами. Увидев их шокированные лица, она говорит им, чтобы они не беспокоились о том, чтобы добавить странные аспекты их брака, и говорит, что им просто нужно убедиться, что проект отражает романтику. После работы они садятся за столик в кафе, и Рико спрашивает, почему Асака вдруг придумала что-то такое странное. Сказав, что это может быть ловушкой, чтобы проверить, женаты они на самом деле или нет, такое напоминает ей о телефонных звонках, которые они получали. И Рико понимает, что у них могут быть большие проблемы, чем они думали. После того, как она говорит, что сейчас самое время признаться всем, он вспоминает, как она обещала согласиться на перевод на Аляску.
Затем он отказывается ее отпускать и говорит, что они должны просто выполнить проект. Но потом она напоминает ему, что им действительно придется жить вместе, чтобы все получилось, потому что именно это заставило Асака дать им этот проект. Она объясняет, что это должно быть у него дома, а значит, им нужно убедиться, что Кам не будет против. После того, как он соглашается, она просит дать ей время подумать, чтобы не сделать ничего, о чем они потом пожалеют. Позже, на той же неделе, она решает отправиться в поход к знаменитому скальному образованию и использует это как вдохновение, чтобы решить, оставаться ли ей у Такуи. Затем она вспоминает тот вечер, когда он пригласил ее на свидание, и понимает, что должна быстро принять решение, потому что он уже ясно дал понять свои намерения. Через несколько часов Такии начинает беспокоиться о плане, потому что прошло уже 5 дней с тех пор, как она попросила время, но потом он слышит звонок в дверь и видит ее на пороге. Выразив свою решимость довести дело до конца, она протягивает ему копию свода правил, которые она составила, чтобы они могли легко понимать друг друга, несмотря на то, что оба плохо умеют общаться. Как только он убеждается, что Кам не нападет на нее, они оба садятся в машину. И ему становится любопытно, что за правила, согласно которым он должен поднять руку, прежде чем что-то сделать. Чтобы продемонстрировать, она просит разрешения, подняв руку, и объясняет, что это лучший способ избежать чего-то спонтанного, например, поцелуя, который у них был на днях. Затем они обсуждают, как заботиться о Каме и выполнять основные обязанности, прежде чем она спрашивает, хочет ли он разделить счета. Подняв руки бесчисленное количество раз, просто чтобы что-то предложить, Такуи убеждает ее позволить ему оплачивать счета, но предлагает отказаться от поднятия рук, пока в этом нет необходимости. Для следующей задачи она достает палатку и говорит, что будет использовать ее, чтобы Кам не беспокоился. После того, как она ставит ее рядом с его кроватью, он спрашивает, есть ли у нее идеи для ужина, и она пытается что-то придумать. Но он говорит ей не волноваться и уходит за продуктами. Как только она пытается заняться чем-то другим, Кам подкрадывается к ней сзади, и она замирает на месте, чтобы не получить когтями по спине. Затем она начинает обещать, что будет заботиться о его интересах во время работы над проектом, и Кам трется о ее ногу, прежде чем вернуться в свою любимую комнату. Через несколько минут Такуи возвращается домой и спрашивает, не хочет ли она поужинать вместе, но ее реакция шокирует его. Она думает, что если она примет предложение, то они забудут о границах и начнут целоваться, а он думает, что ей, наверное, не нравится идея делить с ним еду. Когда он говорит, что ей не обязательно есть с ним, она извиняется за то, что так долго не отвечала, и благодарит его за предложение. Буквально через пару минут он готовит ужин, достойный звезды Мишлен, и объясняет, что часто готовит заранее. Но потом она внезапно встает, чтобы открыть окно. Она молится, чтобы он не заметил, как она вспотела после того, как провела время в жаркой палатке, а он боится, что ей может быть неприятен запах в его квартире. Откусив кусочек, она тут же хвалит его стряпню и спрашивает, как ему удается готовить так вкусно. Он достает кучу специй и объясняет, что любит собирать их во время путешествий. Затем она спрашивает, откуда взялся перец чили, но когда он отвечает, она понимает, что они слишком сблизились, и отодвигается, чтобы восстановить границы. Когда они заканчивают ужинать, она решает помочь с посудой, но понимает, что теперь ей придется убираться в его ванной. Как только он спрашивает, нужна ли ей помощь с посудой, она говорит, что забыла кое-что дома, и уходит, давая ему время наконец сходить в туалет. Почистив зубы через пару минут, она возвращается к нему и пытается придумать новый план, чтобы включить в него перерывы на туалет. Когда она приходит, он спрашивает, думала ли она о том, как принять ванну, но она пугается, потому что мысль о том, чтобы раздеться, когда он рядом, становится для нее невыносимой. Как только он понимает, что этот вопрос вызывает у нее сильный стресс, он извиняется и клянется, что не будет подглядывать за ее грудью, а вместо этого предлагает сходить в общественную баню. Когда она уходит, он бежит за ней, чтобы присоединиться, и она решает пойти купить то, что им, вероятно, понадобится. Зайдя в магазин, они добираются до бани, и она говорит ему не ждать, если он закончит раньше нее. Затем она проводит почти полчаса, отмокая в ванне, надеясь, что он устанет ждать и уйдет домой без нее. Когда она, наконец, вытирается и собирается идти домой одна, она видит, что он ждет и пытается скрыть, как ей приятно. По дороге домой он тоже начинает обращать внимание на то, как она хорошо выглядит, пока они не сталкиваются руками. Вернувшись домой, они начинают соревноваться, кто осмелится хлопнуть в ладоши, но оба оказываются бесхребетными девственниками и ложатся спать. Пока он лежит без сна, думая о том, что могло бы произойти, она делает то же самое, но постепенно начинает понимать, что палатка была плохой идеей. Затем он достает телефон, чтобы написать ей сообщение о том, какие у них отношения, но в последний момент передумывает, и она пишет ему, что он еще не спит. Он тут же отвечает. Но потом они оба теряются, пытаясь понять, чего хочет другой. После нескольких минут размышлений они оба отправляют одно и то же сообщение,
спрашивая, не мешают ли они друг другу, и в итоге решают, что лучше остаться вместе. В следующий момент Рико Торпедо выходит из палатки и объясняет, что жара ее убивает, поэтому он предлагает охладиться на балконе. Стоя там, он понимает, что взрослые отношения очень сложны, и задается вопросом, были бы их отношения лучше, если бы они были женаты. Через несколько дней в офисе ненастоящая пара представляет свой первый проект, и Осака влюбляется в то, как они хорошо смотрятся вместе, и спрашивает, когда они планируют пожениться. Сказав, что это просто шутка, чтобы они не чувствовали давления, она просит их продолжать работу над проектом и уходит. Такуя вспоминает идею о браке, которая пришла ему в голову прошлой ночью, и внимательно наблюдает за Рико, пытаясь понять, чувствует ли она то же самое. Через несколько минут Осака встречается с Мамару и говорит ему, что они точно не притворяются помолвленными. Мамару напоминает ей, что подозрения исходили от кого-то из главного офиса, и выбирает другого человека, который возглавит филиал, который они планируют открыть на Аляске. Когда она спрашивает, почему жертвенный агнец должен быть из их филиала, он напоминает ей, что у них больше всего сотрудников. Через несколько минут все в офисе говорят Ганди, что его отправят на Аляску, и он совсем выходит из себя. Поэтому они объясняют, что это всего лишь слухи, которые еще не подтверждены главным офисом. Пока они пытаются его успокоить, Такуя понимает, что их план с фиктивной помолвкой сработает только в том случае, если кого-то другого отправят на Аляску. Вспомнив все, через что прошел Гондо в поисках любви, он весь день размышляет об этом. Позже, лежа в постели, он думает о том, что у всех в офисе впереди целая жизнь, и решает покончить с этим. На следующий день он останавливает Осака в офисе, чтобы рассказать ей всю правду, но сначала вспоминает один день много лет назад, когда он ходил в бассейн в день бесплатного посещения. Увидев фургон с жареными кальмарами, он подумал о том, что мама специально сказала ему не покупать еду, но все равно купил себе горячую закуску. Когда мама увидела его позже, он соврал, что потратил деньги на плавание. Но она заметила крошки кальмара на его лице и отвела его домой, чтобы отругать за непослушание и ложь вместо того, чтобы признаться в содеянном. Когда отец тоже отвел его в сторону и спросил, почему он соврал, он расплакался и не мог перестать стыдиться себя. Поняв, что он все еще делает то же самое, несмотря на то, что уже взрослый. Он извиняется перед Осака за ложь и признается, что вся эта помолвка была ложью, чтобы его не отправили на Аляску. Он готов понести любое наказание, которое она сочтет нужным, и просит, чтобы вместо него отправили кого-то другого. Выслушав его, Осака ведет его в кладовку, чтобы показать Рико, которая, видимо, тоже призналась ей во всем раньше. Пока они готовятся к выговору, который запомнится им на всю жизнь, а затем к увольнению, Осака говорит им, что им не о чем беспокоиться, потому что она сама поедет на Аляску. Прежде чем они успевают задать вопросы, она говорит им, чтобы они не поднимали шум, потому что она уже сообщила об этом в главный офис. Через несколько минут они оба возвращаются к работе и с трудом принимают тот факт, что Осака действительно переводит. А Ацуки продолжает дразнить Ганду, говоря, что его тоже могут отправить. Позже в тот же день Осака приглашает их обоих на разговор и выслушивает их опасения по поводу того, что филиал может развалиться без нее, а затем говорит, что они все более чем способны справиться без нее. Затем она рассказывает им, что большую часть жизни путешествовала по разным странам и в итоге превратила свою любовь к путешествиям в карьеру в агентстве. К сожалению, необходимость управлять несколькими филиалами и выполнять обязанности жены сделала ее жизнь намного менее интересной, если не считать того, что она каждый год ездит на Мальдивы с мужем. После того, как она объясняет, как это волнительно жить на грани, они спрашивают, не против ли ее муж. И она рассказывает, как он был шокирован, когда она впервые сказала ему об этом. К счастью, он тоже думал, что брак мешает ей, и полностью поддержал перевод. По дороге домой таки спрашивает, действительно ли Осака сама выбрала Аляску. И Рико говорит ему, что лучше оставить все как есть, потому что она действительно любит приключения. Вернувшись в квартиру, они снимают кольца и благодарят друг друга за все усилия, которые они приложили, чтобы поддерживать свои фальшивые отношения. Затем они составляют список людей в офисе, перед которыми нужно извиниться, и разбирают вещи, которые купили, чтобы квартира выглядела как жилье семейной пары. Выбрасывая все ненужное, они начинают придумывать истории, чтобы убедить себя, что всегда ненавидели идею брака. Через несколько минут, когда брак начинает казаться им ловушкой, Рика желает ему спокойной ночи и уходит на поезд. Но когда она уходит, у нее на глазах выступают слезы. Такие, с другой стороны, понимает, что возвращается к той же скучной жизни, которая начала его угнетать, и решает хоть раз в жизни поступить спонтанно. Он срывается с места и останавливает Рико, спрашивая, могут ли они пожениться, несмотря на то, что почти не знают друг друга.
Признавшись, что у них не самые романтичные отношения, и они даже не начинали как настоящая пара, они оба решают пожениться. Спросив, действительно ли он ее любит, чтобы убедиться, что они не под влиянием, она объясняет, что всегда мечтала о ком-то, кто понимает, какая она странная. Затем он признается ей в любви, и она отвечает взаимностью, и они возвращаются в парк, где начались их фальшивые отношения, чтобы на этот раз сделать их настоящими. Обмениваясь кольцами, они идут в офис и извиняются перед всеми, а затем объявляют о своей официальной помолвке. Пока все их поздравляют, Шинши предупреждает, что они могут пожалеть о том, что влюбились. Ицуки и остальные предлагают устроить вечеринку, но Асока напоминает им, что они должны вести себя как сотрудники. Позже, убираясь в квартире, Такуя получает звонок от таинственного преследователя. Но в отличие от всех предыдущих случаев, он поздравляет Такую с тем, что у него наконец-то было достаточно падений, чтобы жениться. После звонка он получает сообщение от Рико о том, что она купила продукты, и сразу же бежит на станцию, чтобы помочь ей донести их до дома. В благодарность она предлагает купить чай, и они несколько минут обсуждают, что на самом деле женятся. Прежде чем она заставляет его выслушать ее попытку стать комментатором документальных фильмов о путешествиях. По дороге домой их одержимость друг другом усиливается, и они оба приходят в восторг, просто глядя на тени друг друга. В течение следующих нескольких дней они быстро становятся настоящей парой и не теряют времени, рассказывая об этом своим семьям. Смогут ли влюбленные создать самый романтичный брак в истории, или они слишком увлечены медовым месяцем, чтобы понять, что брак — это не только радуга и солнце? На этом все. Оставьте комментарий, если вам понравилось, и не забудьте включить уведомления о новых видео после подписки, чтобы увидеть наш следующий обзор.